Вот увидите, как огонь прогревает всю камеру. Это вот аналог русской печки, помпейской печки, тандыр, вообще супер конструкция. И эту спичку поднести к этому прогару, чтобы создать тягу непосредственно в самом дымоходе. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Спасибо, что смотрите мои видео. Представляю вашему вниманию мангал с печами. Печь под казан, потом хлебная камера и топочная камера. Мангал очень сложный. И сейчас я вам все по порядку расскажу и покажу. Ну, для тех, кто меня не знает, представлюсь. Борсук Олег Михайлович, Республика Адыгея, город Майкоп. Ну что, посмотрим, из чего состоит этот мангал. Зорюшка, зоря, родная сторонка, вольная воля, травы ковыля. Над полем, над лесом песня журавленка слышится издаля. Давайте, пока костер горит, начнем с представления зуба. Это моя фишка, двойной зуб. Здесь дымоход невысокий на самом деле. Давайте посмотрим, какой дымоход высоты. Вот вы видите, от уровня кровли буквально 1,5 метра высота. Вот такой дымник, крыша так называемая. Внутри находятся искрогасители. Искрогасители, вы знаете, для чего служат. Из самого названия понятно. Срубы вокруг. Вот средство пожаротушения, огнетушитель. Мы его проверять не будем. Слушайте, как гудит. Хочу рассказать про тягу. Многие входят в заблуждение, вернее, осознанно вводят в заблуждение, что тяга в трубе есть. На самом деле это не тяга, а лишь иллюзия тяги. На самом деле это вот огонь создает колоссальное давление раскаленных газов. И эти газы поднимаются вверх, влетают в трубу. Проходя по дымоходу по узкому, они за собой тянут воздух. Это называется инжекционная тяга, которую принимают люди за основную тягу в трубе. В общем, по мангалу, что я вам еще хочу сказать. Портал шириной 90 сантиметров. Высота у него, вот даже можно по рядам посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, где-то 52 сантиметра. Глубина мангала у меня стандартная, 53 сантиметра. От края до начала задней стенки 60 сантиметров. Первая высота под шампур 12 сантиметров, вот кирпич. Здесь я сделал несколько уголков, заложено. Это для того, чтобы можно было ложить сетку. Сетку вы ложите на вторую высоту и на первую высоту. Убираете штангу, опускаете решетку. Дно выложено в виде елочки. Вот. Вверху вы видите тоже штанга, для того, чтобы можно было подвесить котелок или чайник. Чаще всего вешают чайник, чтобы попить чай, заваренный на костре с чабрецом. Можно также на костре сварить уху. Можно сюда поставить казан, можно повесить. Ну, у кого-то возникнет вопрос, зачем вешать казан в мангал, когда есть печь под казан. Но хочу вам сказать, что в печи под казан вы просто варите бульон, а в мангале вы варите на костре. Потому что здесь открытый огонь, он будет и пепел попадать в казан. Это уже чисто как на охоте или на рыбалке.
Ну, раз мы уже заговорили о казане, давайте перейдем к печи под казан. Печь под казан в данном мангальном комплексе очень сложная. Она имеет 2 дымохода и прочистную зольную камеру. Значит, 2 дымохода осуществляют более стабильное или, будем так говорить, спокойное горение дров. То есть, что происходит? По одному каналу идет дым, напрямую выходит в короткий дымоход, потом этот дымоход соединяется с основным дымоходом и уходит уже, соединяется в трубу мангала. Значит, этот дымоход, он более сложный в том плане, что огонь, когда проходит, он сразу опускается вниз, подворачивается и идет вверх. Здесь у меня сэндвич сделан из нескольких слоев плашек огнеупорного кирпича, прослойка базальтового картона вот такого вот, ну это даже каолиновая вата, это не базальт, это очень сложный материал, его очень сложно достать, это или DV-Seal, или Superwool. Значит, такой вот сэндвич. Я рассчитываю на то, что когда здесь будут проходить горячие газы, не будет слишком прогреваться вот эта зона. Плиту мы спозиционировали не вот так, не в длину, а в ширину, с той целью, чтобы здесь можно было положить кафель. Вся эта зона будет покрыта кафелем, и кирпич тоже будет перекрыт кафелем. И также здесь тоже будет кафель лежать. Значит, смотрите, кафель надо укладывать с зазором 5 миллиметров по периметру, ну или 3 миллиметра минимум. Таким образом, вот эти, возвращаясь к дымоходам, такие дымоходы с подворотами, они дают, что пламя, огонь не улетает сразу напрямую в трубу, а остается в самой печке. Как печка выглядит. Ну, это сажа. Здесь, видимо, эксперименты проводят, пока меня нету. Поддувальная дверца. Смотрим на ее устройство. Видите, шторки. Это очень удобно. Это модифицированная дверца, но это не значит, что она ультра-супер современная. Такой тип дверок уже был вот, 1800-м уже популярна она стала. Популярность ее заключается в том, чтобы на приток воздуха поступает, не надо открытую ее держать. Вот, как сплошная дверца. Достаточно просто вот так поворачивать, ну или сдвигать вправо-влево, регулировать приток воздуха. Но это более, так скажем, именно для печей под казан и для бытовых домашних печек отопительных. На длительный режим можно ставить. Так что вот такая вот супер печка, которая тоже, как я уже говорил, может не говорил, ничего нового в ней нету. Просто из-за своих сложностей дымовых каналов ее мало кто делает. Здесь вы можете посвятить себя кулинарии, готовить разные блюда на разных температурных режимах. Более, будем так сказать, премиум класса, регулировать температуру вы можете. Теперь еще отдельно хочу показать самоварник. Самоварник вы уже видели на моем канале. Я выкладывал видео, как я его сюда устанавливал. Такая вот конструкция. Тоже очень сложная. Установка ее уже занимает времени. Но самое основное, конечно, это достать. Купить такое практически невозможно. Тем более это винтажная вещь. Она имеет свою антикварную ценность. Вот, составляет 500 рублей. Плюс доставка 200 рублей, 700 рублей. Ну, а в целом, конечно, когда она находится уже непосредственно в печи, ее цена вырастает в сотни раз. То есть теперь ее стоимость не 700 рублей, а уже стоимость всего комплекса. Так что вот, какая
500 000 точно теперь у них цена. Так, ребята, теперь переходим плавно к самому такому, наверное, сложному узлу или технически навороченному. Это хлебная камера, ну или духовка. Значит, теперь подробно по порядку начнем. Вы видите, поддувала, такая же самая дверь под казан, все то же самое. Потом топочная камера. Топочная камера уже имеет свои навороты. Так, ну вот, ребята, видите, свод какой сложный конструкции. Здесь это специально, чтобы воздух как бы охлаждал немножко или отсекал жар от того, чтобы на стекло не шла копоть. Но, как вы видите, если копоть все равно идет, но копоть сгорает при высокой температуре. Значит, ребята, смотрим на устройство самой хлебной камеры. Потолок, увидите, сплошной, то есть нету уже никаких щелей. Теперь из топочной камеры сюда поступает горячий воздух через вот это отверстие и через задней камере ближе к стенке. Там вообще выходит пламя. И вот через этот канал выходит дым. Смотрите, ребята, дымоход здесь также очень сложный. Здесь дым заходит в дымоход и опускается вертикально вниз. Идет вниз, уходит в заднюю сторону комплекса и поднимается вверх, идет уже непосредственно в дымоход. Для чего такое сделано? Я уже объяснял, что эта конструкция сложная. Для того, чтобы газ максимально отдал свое тепло на обогрев стенок. Так, пламя сюда залетело, отдает максимально свою температуру и уже уходит остывшее в дымоход. Если сделать напрямую, то весь жар будет просто улетать в трубу, дольше придется прогревать саму топку. Здесь вы видите установлен датчик температуры, термометр. Я его установил вот в эту часть, вот в этом кирпиче находится датчик. То есть не вверху камеры, не с левой стороны, а именно там, где более точные будут показания. Вверху самая максимальная точка, то есть температура сразу прогревается, воздух нельзя показывать. То есть воздух у вас прогреется буквально с первых минут, он будет уже здесь показывать 300 градусов. Но это неправда, надо именно, чтобы показывала прогретость кирпича. То есть как только кирпич прогрелся до 300 градусов, вы можете уже смело готовить. Вот сейчас давайте посмотрим, как огонь летит. Вот увидите, как огонь прогревает всю камеру. Это вот аналог русской печки, помпейской печки, тандыр. Вообще супер конструкция. Здесь вы видите задвижка. Задвижка сейчас в открытом. Так, закрытом можно регулировать разные положения. Задвижка вот так переворачивается. Все вот так закрывается. В левом углу напрямую есть небольшая щель на ряд кирпича и 2 сантиметра шириной. Это так называемый прогар. Можно взять большую длинную спичку, продаются такие в магазинах, и эту спичку поднести к этому прогару, чтобы создать тягу непосредственно в самом дымоходе. И тогда уже будет можно зажечь печку, меньше будет дымить. Вот прогрелась духовка. Видите, как пламя пролетает. Ну, а спустя 15 минут появился дым из трубы. Теперь духовка
прогрелась, тяга создалась. Видите, огонь не рвется, мягко, плавно горит. Можно поставить табуреточку и любоваться огоньком в печке. Ребята, будет, наверное, несправедливо не зажечь печь под казан. Вот здесь все просто. Сразу все подхватило и пошло в трубу. Значит, ребята, не рекомендуется слишком удалять казан от дна топки. То есть минимальная высота должна быть. Иначе вы просто не напасетесь дров. Здесь также, видите, стеклышко. Можно также наблюдать, как горит костер. Огонек, вернее. Сажа вся прогорает при температуре 600-700 градусов. Понятно, когда там хорошо все прогреется, сажа сгорит. Тут река Белая. Здесь зона барбекю. Внизу еще один мангал. Я его реконструкцией сейчас занят. Тоже у меня ролик выйдет на канале. Ну и теперь давайте перейдем к небольшому обзору по архитектурному дизайну, будем так говорить. Видите, все столешницы обрамлены тычковым рядом. Углы вот так запилены. Еще раз напоминаю, все будет кафелем перекрываться, так что этого не будет видно только тычок. Высолы от того, что крыша еще не сделана, весь дождь мочит кирпичи, и все это выщелачивается. Значит, мойка уже установлена, уже функционирует. Канализация, все подключено. Отопительный котел стоит для горячей воды. Здесь вы видите розетки. Все это работает. Внутри все спрятано, вся проводка. Здесь вы видите тоже обрамление тычковым рядом. Еще один ярус тычковым рядом перекрыт. Наверху все заделано, то есть нет никаких щелей. Возможно, будет чем-то декоративным перекрываться. Возможно, полочка будет здесь. Видите, полочка. Эта стенка будет рабочая поверхность, зашиваться каким-то отделочным материалом, может доской, может кафелем еще. Не решили. Здесь тоже будут розетки, мойка и большая разделочная поверхность. То есть здесь вы видите большой стол. Здесь также можно что-то поставить. И рядом с печью под казан тоже видите очень много рабочей поверхности. То есть будет в дальнейшем установлена колода. Колода не карт, а колода, на которой будут рубить дрова. Но устанавливаться будет не здесь, а вот здесь отдельно забетонировали площадку. Здесь будут дрова и будут, значит, колоть их, рубить и потом отсюда уже заносить непосредственно в мангал, в духовку или в печь под казан. Дровник будет нести чисто декоративную функцию. Здесь ребята обедают.
Поэтому я не стал разбирать. В дальнейшем будет здесь, конечно, кафель. Все выкладываться. Так что вот такой вот, друзья, видеообзор комплекса. Друзья, данный комплекс был спроектирован мной по заказу заказчика. Сделал я проект, я усовершенствовал, доработал, значит, добавил свой фирменный двойной зуб. Еще поучаствовали в создании этой грандиозной печки сам заказчик, непосредственно курировал и вносил изменения в конструкцию, то есть не внутреннюю ее часть, а именно снаружи. Да, ему хотелось, чтобы так и так вот выглядела его печка. Еще участвовали, принимали участие архитектор в плане того, что он расчерчивал всю беседку, вносил тоже свои корректировки. Все это было в комплексе. Электрики постарались, сварщики, проектировщики, бетонщики, арматурщики, плотники. Ну, очень много людей задействовано было на этом комплексе. То есть это работа и труд не одного меня, а многих людей. И чтобы такое сотворить одному человеку, я думаю, не под силу. Лишь объединившись в команду, можно прийти к такому результату. Ну, что я вам хочу сказать. Проект есть. У меня есть проекты с порядовками других печей под казан, мангалов. Все работы, все проекты с моим двойным зубом. В такой свободной, доступной форме мой канал вообще позиционирует себя как массовый, да, народный мангал, будем так говорить. То есть каждый человек имеет право на отдых и получить конструкцию у себя дома. Не у каждого хватает денег осуществить это, нанять профессионального каменщика, да, печника. Поэтому мой проект, он вам позволит это осуществить. Так что по вопросу приобретения проектов обращайтесь ко мне. Вся информация, видите, вот находится под видео внизу. Мой номер телефона, мой адрес электронной почты. Проект он электронный, я вам отправляю его на ваш электронный адрес. С вами был Борсук Олег Михайлович. Желаю вам здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Всем пока.